Джансу Дере является одной из самых популярных и загадочных актрис Турции. Джансу ведет настолько непубличный образ жизни, что ни турецкие СМИ, ни поклонники не знают, кем являются и как выглядят родители актрисы. Как призналась Джансу в одном из интервью, зрители ничего не знают про ее жизнь. За последние 10 лет актрису не удалось заснять ни с одним мужчиной. Поэтому турецкие СМИ приписывали Джансу различные романы. Однако ни один из них не оказался правдой. Актриса смогла построить успешную карьеру, сыграв в самых популярных турецких проектах. Однако в любви ей не повезло. До 2012 года актриса публично проживала довольно серьезные отношения, которые закончились изменой. В начале своей карьеры 21-летняя Джансу состояла в отношениях с актером Оканом Бейлгеном, который был старше ее на 16 лет. Актриса встречалась с Оканом 2 года. Отношения пары были довольно скандальными. Возлюбленного Джансу сфотографировали в одном доме с другой женщиной. Все таблоиды писали об измене Окана. Однако Джансу не собиралась расставаться со своим парнем. Актриса после данных событий сделала следующее заявление. «Мы с Оканом живем в разных мирах. Мы не смогли разлучиться даже в те периоды, когда писали о нашем расставании. Я не смогла поставить точку в отношениях, даже когда осталась в роли обманутой женщины. В настоящее время наши отношения продолжаются как в первый день. Моя любовь к нему никогда не заканчивалась». Тем временем возлюбленный Джансу продолжал параллельно встречаться с ней и с другой женщиной. Терпение актрисы лопнуло, и она рассталась с Оканом, сделав следующее заявление. «Если бы не новости об измене, то мы бы продолжали быть вместе. Я очень хороший человек. Это не я изменила ему, а он изменил мне. Окан говорит, что не обманывал меня, но я не верю ему. Кстати, если его девушка думает, что у нее будет будущее, то пускай не надеется. Я тоже могла обмануть Окана, но я не сделала этого, потому что это не в моем характере. Мои отношения с Оканом закончились. Удачи им, они нашли друг друга». Сразу после расставания бывший возлюбленный Джансу начал публично встречаться с той самой девушкой. После данной ситуации Джансу 2 года ни с кем не состояла в отношениях. В 2005 году актриса начала встречаться с юмористом и актером Джемом Йылмазом. Таким образом, начались самые долгие отношения Джансу, которые продлились 6 лет. Пара познакомилась на съемках рекламы и не скрывала свои чувства с самого начала. Актрисе часто задавали вопрос о том, почему она выбирает себе парней, которые ниже ее ростом. Джансу отмечала, что у нее нет комплексов по этому поводу. В интервью 2009 года актриса рассказала про свои отношения. На вопрос журналиста о том, как ему удается так долго сохранять отношения, Джансу ответила: «Мы давно вместе с Джемом, но когда вы смотрите на жизнь других людей, вы видите, что они состоят в отношениях намного дольше. Мы тоже мечтаем об этом. Потому что трудно найти такое, нужно ценить отношения. Для меня очень важно во всех смыслах осознавать ценность чего-то. Я проявляю понимание и ответственность в отношениях. Мне 30 лет, и это то, что нужно делать в моем возрасте. Мои подростковые годы прошли. Я нахожусь на этапе, когда мне нужно чувствовать ответственность в жизни. Я отношусь так к своей семье, друзьям и возлюбленному. Я в таком возрасте, когда четко знаю, кого я хочу видеть в своей жизни. Я не хочу временных отношений и дружбы». Прежде всего, вы должны быть внимательны к своим чувствам, потому что это отражается на другом человеке в качестве заботы. Очень важно любить одиночество и быть с человеком, с которым можно проживать это одиночество. Вот почему мне так хорошо в этих отношениях. Эти отношения оставляют мне личное пространство. Между нами есть любовь, доверие, абсолютно все. В моих отношениях есть все самые прекрасные чувства, которые может представить человек. Я говорю в целом о доверии к жизни, к нахождению рядом с любимым человеком. Эти ранние девичьи волнения, влюбленность – все временно. Вы же не можете проводить время, постоянно целуясь и обнимаясь. Дружить, веселиться вместе
Вот что означает отношения. Сейчас я наслаждаюсь чем-то совершенно другим. Рассказывал Джансу о своих отношениях. На вопрос о том, какой была бы твоя жизнь без этой любви, актриса ответила: «Я даже не знаю, прошло много времени. Это была бы другая жизнь. Образовалась бы огромная пустота». Далее Джансу ответила на вопросы о замужестве. «Не знаю, это вероятно то, что нужно сделать, если вы хотите детей. Я хочу детей, но важно правильное время». Эти отношения сделали меня более хорошим человеком. У того, кого вы любите, есть не только хорошие, но и плохие стороны. Когда вы любите по-настоящему, вы любите человека в целом. Поэтому ты начинаешь лучше понимать себя и видеть как хорошие, так и плохие стороны в себе. А поскольку вы знаете, что вас также любят целиком, жизнь становится более значимой. Есть много типов людей и бесчисленное количество типов отношений, но способность по-настоящему любить – это очень важное чувство. Я знаю людей, которые не умеют любить. Человек, которого вы любите – это ваша слабая сторона, ваша слабость. Вы должны принять это. Вы проходите эти этапы с людьми, которые не ударят вас по слабой стороне и не причинят вам вреда. И тогда вы начинаете получать удовольствие от любви. Я человек, чей защитный механизм работает очень хорошо. Я пришла к данному этапу в своих отношениях после того, как преодолела эту уязвимость, подытожила Джансу, рассказывая о своей любви. В ответ на такие красивые и долгие рассказы от своей возлюбленной, Джем отвечал, что Джансу терпит его. Неудивительно, что спустя месяц после данного интервью актрисы пара рассталась. Правда, через 5 месяцев возлюбленные вновь помирились. В период разлуки Джансу дала новое интервью, в котором раскритиковала все сплетни, которые пишут про них. «Я абсолютно асоциальный человек и живу нормальной жизнью. Я человек с социофобией. Мне комфортно выходить из дома ночью. Почему я должна каждый раз, сидя дома в пижаме, писать своему адвокату, чтобы опровергать фейки и сплетни, к которым я не имею никакого отношения? Если журналисты видят кого-то рядом со мной, то сразу приписывают отношения. Я когда-нибудь делала заявление по этому поводу? Если я ничего не говорю, какое они имеют право писать от моего имени? Ведь мне 30 лет. Я взрослый человек. Я могу общаться с противоположным полом, не вступая в отношения», – заявила Джансу. После примирения Джем и Джансу еще 2 года состояли в отношениях. Турецкие СМИ с уверенностью писали о том, что пара собирается пожениться и ведет подготовку к свадьбе. Однако, на удивление всем, возлюбленные окончательно расстались. Спустя всего несколько месяцев после разрыва Джем начал встречаться с подругой Джансу, начинающей актрисой Аху. Именно Джансу устроила девушку в агентство и помогала делать первые шаги в актерской деятельности. Поэтому это стало настоящим ударом для Джансу. К тому же, спустя несколько месяцев Джем женился на Аху, которая была к тому же беременна. Турецкие СМИ писали о том, что настоящей причиной расставания Джансу и Джема стала его измена с ее подругой. Таким образом, актриса уже 2-й раз публично проживала болезненное расставание. О следующих отношениях Джансу стало известно через день после свадьбы ее бывшего возлюбленного. На этот раз актриса встречалась с журналистом Джемом Айдыном. Однако об этих отношениях практически ничего не известно. Пара рассталась спустя 5 месяцев. С тех пор Джансу ни с кем публично не состояла в отношениях, хоть ей и приписывали много романов. Когда в 2012 году Джансу спросили про ее личную жизнь, она ответила следующим образом: «Не думаю, что людям это интересно. По крайней мере, я на это надеюсь. Я ценю конфиденциальность и уважаю окружающих. Я ожидаю того же и от других. Меня поражает, что люди осмеливаются задавать мне вопросы, которые не задают даже мои родители». В интервью 2021 года Джансу призналась, что сталкивалась с изменой в отношениях. «Мне тоже знакомы измены, как и многим другим людям. Месть, обида, ненависть – очень сильные эмоции, как и любовь. Поэтому я не думаю, что нужно испытывать сильные чувства к тому, кто изменил. В таких случаях я говорю: этот человек оказался таким, что я могу сделать? И продолжаю свою жизнь. Я человек, который изначально считает, что там, где есть добро, есть и зло, и безобразие. Поэтому я не удивляюсь и не говорю: не могу поверить, как он мог такое сделать. Ложь – отвратительная черта,
Я не хочу, чтобы в моей жизни был лжец. На самом деле, чем быстрее он уйдет из моей жизни, тем лучше, на мой взгляд. Нет правила, согласно которому любовь, дружба или брак будут длиться вечно. Конечно, было бы неплохо, но когда это подходит к концу, нужно уметь попрощаться. В противном случае, я никогда не видела, чтобы это заканчивалось чем-то хорошим. В интервью 2022 года Джансу заявила, что самой большой ошибкой в любви является вера в то, что она будет длиться вечно. Неудивительно, что после всего пережитого актриса ведет настолько скрытный образ жизни. А возможно, Джансу долгие годы и вовсе не состоит в отношениях. Однако это не мешает поклонникам по всему миру восторгаться проектами актрисы. Стоит отметить, что Джансу очень тщательно подходит к выбору новых ролей, поэтому каждый сериал актрисы становится популярным во всем мире. Мы попытались рассказать вам о личной жизни Джансу Дэре. Пишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр!